Лактіалів подорож бери з собою, щоб розлади травлення минули стороною. Духова шафа Siemens із термощупом Roasting Sensor Plus. Siemens. Майбутнє поруч. У всех людей на планете есть увлечения, которые со временем перерастают в традиции. Кто-то раз в неделю ходит в баню, кто-то в театр, кто-то обожает футбол, а кто-то встречается с друзьями в баре. У эквадорских мужчин тоже есть увлечения, которые во всем мире стараются скрывать, а здесь этого никто не стесняется. Думаю, вы догадались, о чем идет речь. В Эквадоре люди не видят ничего постыдного в том, чтобы получать любовь за деньги. Дело в том, что в Эквадоре проституция легальна. И поэтому очень многие мужчины считают нормальным явлением сходить к девушкам легкого поведения, которые стоят и на улицах, и в специальных публичных домах. Это как выпить чашку кофе или бокал вина. Мы в стране безумных нравов, где проститутки громко заявляют о своих правах. Требуем, чтобы уважали. Да здравствуют сексуальные работницы. Где очищаются от грехов жгучей крапивой. Больно? Да, уже печет. А преступникам устраивают самосуд. Он должен заплатить за свое преступление. Да. Мы находимся в самом центре города Кито, столицы Эквадора. Очень много девчонок, видите, в такой откровенной одежде. Но вот на другой стороне девушка. Девчонки любых возрастов. Даже в странах, где проституция легальна, не так-то просто подойти к девушкам с камерой. Во время прошлых экспедиций мы не раз сталкивались с агрессивной реакцией как со стороны работниц сферы сексуальных услуг, так и со стороны их клиентов. Девчонки, намасте. Нельзя. Нет, нет, уходите. Тема настолько деликатная, что никто не хочет освещать ее публично. А как в Эквадоре? Мне, как журналисту, очень интересно увидеть настоящую изнанку. И для этого не нужны трущобы. Достаточно пройти по самому центру столицы. Здравствуйте, девочки, как вас зовут? Я Янара. Кейла. А сколько вам лет? 31. Ваша работа в Эквадоре никого не удивляет, это нормально, это разрешено. Как вы сами относитесь к своей профессии? Это обычная работа. Похоже, камеры журналистов девчонки здесь не боятся. По крайней мере, нас пока никто не прогоняет. А сколько лет вы планируете еще заниматься этой работой? Буду заниматься, пока ты меня в США не увезешь. Ну, я, во-первых, не из США, во-вторых, у меня есть жена. Так что, девчонки, не получится. Похоже, что девушки видят во мне в первую очередь клиента, а не журналиста. Услышав наш диалог, к нам подключаются и другие работницы с этой улицы. У нас говорят, женатый не значит заключенный. Вот ты хочешь сказать, что не пошел бы сейчас с ней в отель? Смотрите, если я женат, у меня есть семья, я не смотрю на других женщин. Но это же не имеет никакого отношения к твоему браку. Это же просто секс, ни больше, ни меньше. Секс и все. Это просто фоки-фоки. Вот видите, здесь говорят, что это не измена. Это просто секс, это просто фоки-фоки вы называете, да? Фоки-фоки. Все, что ты сделаешь, останется здесь. Ты хорошо помоешься, и жена ничего не узнает. Вот такая здесь философия. Вот, пожалуйста, только мы начали интервью, подъехала полиция. Кажется, сейчас нам запретят снимать или попросят предъявить разрешение на съемку. Скажите, в чем дело? Почему подъезжала полиция? Поскольку вы тут снимали, все видели ваши камеры. И за вами теперь могут проследить, чтобы ограбить позже. Полиция попросила предупредить вас, чтобы вы были осторожны. Просто предупредили нас, что мы с дорогой техникой и лучше уехать. Дама, которая общалась с полицией, и ее подруга оказались президентами двух ассоциаций уличных проституток. Это что-то вроде наших профсоюзов. Меня зовут Моника. Я присматриваю за девочками в соседнем квартале. Я Мария Хосе. Сколько у вас девчонок? Я присматриваю за 97 девочками. Мы работаем тут каждый божий день. Обычно с 7 утра до 7 вечера.
Мы привыкли считать, что это скорее ночная профессия, но у эквадорцев совсем другие нравы. Рабочий день у женщин легкого поведения начинается, как и у банкиров, бизнесменов и почти всех людей на планете. Очень рано. Когда больше всего клиентов? Какое время? С 9 утра и до 3 часов дня. А почему в Эквадоре это происходит с утра и в обед? Во всем мире в основном приходят к представителям древнейшей профессии по ночам. У нас есть 2 смены, дневная и ночная. А какие документы нужны для такой профессии? Вот это наши лицензии для работы разных ассоциаций. Смотрите, друзья, официальный документ. Ассоциация сексуальных работников. Называется 1 мая. Почему 1 мая? 1 мая – это же день труда, а мы женщины, которые трудятся. Удивительно, но в Эквадоре уличная проституция официально регулируется законом об общественном порядке. Для получения лицензии девушка должна пройти медицинское обследование и не иметь венерических заболеваний. Также нужно проходить повторный осмотр каждые 9-15 дней и обновлять лицензию. Это тоже ваша девочка ноги натирает? Да, это из моей ассоциации. То есть, в принципе, работа идет очень просто. Девочки стоят на улице. Да, начинают заигрывать с мужчинами. Говорят, давай проведем время, я сделаю тебе приятно, вкусно отласкаю. Мужики обращают внимание. И дальше что? Называют цену и потом идут в отель. Сколько стоит? $13. Девушка получает $10, а отель забирает себе 3. $13 это за какое время? 10-15 минут. Ну, если ты понравишься, можно до 20 минут. Сколько за день у девочки в среднем клиентов? И сколько она зарабатывает? Зависит от девушки. Может 10, может 20 человек. Можно заработать 100-200 баксов в день? Да, но все зависит от девушки. Стоит отметить, что вообще средняя зарплата в Эквадоре приблизительно $400. То есть девочка может заработать от 3 до 6 тысяч долларов в месяц? Да. Но в случае с такой работой нет никакой стабильности. Сегодня 10 клиентов, завтра ни одного. Поэтому отложенное приходится тратить. Получается, что деньги, которые быстро зарабатываются, так же быстро и уходят. А вы можете мне показать то место, куда девочки приводят клиентов? Да, идем, отель тут рядом. Все пойманные на улице клиенты приходят с девушками сюда. Вот мы заходим в публичный дом. Это отель. Это вход. Комнаты наверху. Вот, кстати, идет женщина и с ней мужчина. Я так понимаю, это клиент с девушкой заходит, а? Да, рыбка поймана. То есть это отель, где номера арендуются не посуточно и не почасово, а по 15 минут. Вот, пожалуйста, такой холл, ресепшн. Это заведение считается бюджетным. Называется «Рыбки». Ремонт не первой свежести, старая потрепанная мебель, потертые стены. Обстановка сама наталкивает на мысль, что задерживаться здесь не стоит. И судя по тому, как часто девушки заходят и выходят с клиентами, никто дольше 15 минут тут и не задерживается. В стоимость отеля входит вот такой комплект. Его получают все клиенты на входе. Гигиеническая салфетка, презерватив и лубрикант. Услуги девушек только с презервативом. Если количество выданных контрацептивов не совпадает с количеством использованных в мусорнике, девушку могут лишить лицензии. То есть, я так понимаю, вы заходите с клиентом, которого нашли на улице, подходите, оплачиваете комиссию, получаете салфетки, презервативы и лубрикант, и идете в номера? Да, совершенно верно. И вот малышка уже спешит к клиенту. А можем пройти? Да, конечно. Идемте вместе. Вот, слушайте, друзья, уникально. Больше нигде в другой стране мира вот так тебя не пустят в публичный дом. Открыто. Охрана бы уже прибила в другой стране. А вот номер. Можно заглянуть или нельзя? Просто посмотреть номер можно? Нет, тут уже занято. А, этот нельзя. Да, здесь уже клиент. Нельзя. Вот такие у нас номера. Ого, большой номер такой. Не поверите, но в законах Эквадора даже прописаны требования к номерам, в которых предоставляются такие услуги, начиная от наличия урны и до материалов, из которых сделаны матрасы. Мария Хосе, Ох, устала. я прошу прощения опять за очередной вопрос, но можете ли вы посчитать, сколько раз вы работали, скажем так, в этой комнате или, в принципе, в этом здании? Неисчислимое количество. Я начала работать, когда мне было 16 лет. Иногда у меня было по 20, 30, 40 человек за день. На выходных бывало и по 100. То есть это конвейер каждые 10-15 минут? Да. Al menos yo. Труд
Секс-работника очень сложный. Оглядываясь на свою жизнь, я бы никому не советовала этим заниматься. Сюда попадают от безысходности, когда нет другой возможности прокормить себя и своих детей. Почему же вы не уходите из профессии? Потому что моя задача — защищать девочек, пока они здесь работают. От их заработка зависят их семьи. А местная власть и полиция ущемляет нас и пытается прогнать с центральных улиц города, несмотря на то, что это легальная работа. Периодически девушек легкого поведения пытаются убрать с центральных улиц Кита. Поэтому тут бывают демонстрации. Да что там говорить, даже забастовки проституток, когда они отказываются работать и выходят на митинг. Требуем, чтобы уважали. Да здравствуют сексуальные работницы. Я занимаюсь профсоюзной деятельностью, чтобы нас не ущемляли. Здесь свободно, заходите. А вот опять занят номер, мы не можем договорить. Посмотрите, сколько клиентов. Целая движуха. Заходите. Да. Вот видите, просто конвейер. Девчонки, которых мы видели на улице, они уже с клиентами по номерам. Очень много людей. Это обеденный перерыв, поэтому все так побежали активно. Да, час пик. Вот такая традиция здесь есть в Эквадоре. Мужики во время обеда с работы выскакивают сюда, в публичный дом, на 15 минут. Стандартное время. Сюда приходят мужчины абсолютно разных профессий и возрастов. Понаблюдав несколько часов, можно увидеть и очень пожилых, и очень молодых. Почти все они, очевидно, не богаты. Но главное, что объединяет большинство из них – одиночество. Они приходят купить быструю любовь за деньги. По их опущенным взглядам, попытке спрятать лица, отвернуться, эмоциям, да и в общем по поведению можно ощутить настроение и сделать вывод, что это минутное физическое удовольствие не делает большинство из них счастливыми. Они приходят сюда не от хорошей полноценной жизни. Чего уж я точно не ожидал увидеть в публичном доме, так это... Вот она. Награда? Награда за что? Простите, боюсь спросить. Награда от министра социальной защиты за активную борьбу за права и свободу женщин-сексуальных работниц. Данная награда — подтверждение сегодняшних достижений и стимул двигаться дальше. В это просто невозможно поверить. Во всем мире эту профессию воспринимают неоднозначно. А здесь даже поощряют наградами. Да, друзья, это уникально. Только в Эквадоре можно увидеть, чтобы проституткам вручали государственную награду. Извините, пожалуйста, а вы же только что заходили в комнату, да? Да, Уже закончили? да, раз-два и готов. Прошла минута. Да, быстренько-быстренько так. Ну, буквально минуту-две назад сюда зашли. До свидания. Рапидо? Очень быстро, максимум 10-15 минут. Время ограничено, чтобы девушки могли обслужить как можно больше клиентов. В этой работе как нигде ценится молодость. Чем проститутка старше, тем меньше ее заработок. Интересно, а каков возраст выхода на пенсию в этой профессии? Мари Хосе согласилась познакомить меня со своей самой возрастной сотрудницей. Тут, на Театральной площади в центре Кита, работают дамы так называемого третьего возраста. Естественно, это самое такое рыбное, хлебное место для проституток. Здесь много людей гуляет, поэтому легко встретить клиентов. На площади, рядом с полицейской машиной, сидит невысокая, самая обычная женщина, глядя на которую через нашу призму, многие сказали бы «бабуля». Очень сложно представить, что она тоже на работе. Но, похоже, на диалог она не настроена. Интересно, согласится ли на интервью? Вот, но если подходит президент, то есть шанс договориться. Я такого нигде не видел еще. Это просто переворот сознания. Можно пообщаться, извините? Вот, уговорили. С ума сойти. Как вас зовут? Меня зовут Эльва Геррера. Сколько вам лет? Мне 73. На улице работаю уже очень давно. С 36 лет я занимаюсь этим. В молодости работала, чтобы содержать детей. Сейчас нужно прокормить внуков. Даже не знаю, что сказать. А сколько у вас детей? У меня 8 детей, 24 внука. У каждого своя жизнь, работа и семья. Но 3 внуков живут со мной. Нам сложно представить такое количество детей и внуков у одной бабушки. Но для Эквадора это обычная ситуация. Семья с 3 детьми тут не считается многодетной. У 8 детей Эльвы в среднем еще по 3 своих. Вот и получается 24 внука. Вы скрываете свою профессию от своих родственников и друзей? Нет, все знают. А внуки не говорят вам, бабушка, не надо работать, мы тебе поможем. У нас 24 человека, мы все работаем. Нет, для них моя работа — это стыд.
Они держатся от меня в стороне. Никакой финансовой помощи. Могу рассчитывать только на себя. Друзья, мне сегодня все сложнее и сложнее подбирать слова, чтобы что-то прокомментировать. Я действительно в шоке. Я прошу прощения за мой вопрос. Это нетипично для клиента обращаться за сексуальными услугами к женщине, которой больше 70. Кто эти люди? Кто в основном ваши клиенты? Конечно, большинство клиентов предпочитают молодых девушек. Но есть и те, кого привлекают более старшие дамы. Очень часто приходят молодые люди из любопытства. Им интересно, каково это вообще. Есть те, кому хочется чего-то такого экстраординарного, необычного. Я так и думал. Это своего рода один из типов сексуальных извращений. Извините, так можно сказать? А как вы относитесь к таким клиентам? Как к работе. Мне особо перебирать не приходится. В моем возрасте за день у меня бывает 1-2 клиента. Максимум 4. Иногда ни одного. Если бы судьба вам предоставила возможность, вы бы что-то поменяли? Жили бы по-другому? Конечно, если бы был шанс, я бы сделала все, чтобы никогда не заниматься этим. Нужда и безденежье заставляют меня продолжать. По-другому я бы просто не прокормила детей. Конечно, я хотела совсем по-другому прожить свою жизнь и не торговать собой на улице. Ведь эта работа оставляет отпечаток на всю жизнь. Вначале ты скрываешь все от детей, а после того, как они узнают, то отворачиваются от тебя навсегда. Я многое делала ради них, чтобы они не были в нужде, как когда-то я. Я помогала, а они бросили меня. Неужели нет выхода? Неужели нельзя сказать «стоп, хватит»? Мне нужно содержать 3 внуков, которые живут со мной. Родители развелись и бросили их на меня. Поэтому приходится работать, чтобы обеспечивать их и себя. Не от хорошей жизни приходится продолжать работать на улице. А какой выход? Видите ли вы свет в конце туннеля? Я никому такой судьбы не пожелаю. Это ужасно. Я всем говорю, получайте образование, лучше работать головой. Нужно заниматься нормальной работой, а не стоять на улице. К сожалению, я это слишком поздно поняла. Поразительно, но из-за нужды на панель выходят не только одинокие женщины, но и замужние. Это моя сотрудница Энджи. Здравствуйте. Добрый день. У вас есть муж? Да, у меня муж, 4 детей и 2 внуков. Ваш муж знает, чем вы занимаетесь? Да, конечно, он не в восторге, что я занимаюсь проституцией. Но другого варианта пока нет. У нас такая тяжелая финансовая ситуация. Приходится много работать и мне, и ему ради лучшего будущего наших детей. Вы любите мужа? Люблю его очень, очень, очень и очень. А он вас тоже любит? Да, и он много раз показывал свою любовь. Попробуйте меня понять. Я просто как мужчина пытаюсь посмотреть на эту ситуацию, и я не могу ее представить. Мне очень интересно узнать, что думает ваш муж. Спросите у него, он зайдет за мной после работы. Я думаю, он не откажется с вами поговорить. Мы можем отпустить Энджи ненадолго. У нее всего 4 клиента было, и сейчас ее ждет 5-й. Да, конечно, мы не будем отвлекать, если клиент ждет. Это святой, наверное, здесь, да? Давай бегом к клиенту. Вот с самокатом зашел мужчина. Буквально каких-то 3 минуты и... Вот идет клиент с самокатом. Довольный. Что, все? Быстрый? Быстрый клиент. Но он с самокатом. Я прошу прощения за интимные подробности. Вы стараетесь, чтобы быстрее закончилось? Да, это всего $13, поэтому мы стараемся быстро заканчивать, чтобы было больше клиентов. А вот в конце рабочего дня появляется муж. Здравствуйте. Добрый день. Я Иван. Вот уж не ожидал встретить Ивана. Оказалось, имена созвучные с нашими. Для Эквадора не редкость. Мария, Татьяна, Иван, Леонид, Валерия. Тут эти имена не удивляют. Если вы не возражаете, я бы немножечко прогулялся с вами, пообщался. Просто о вашей жизни. Да без проблем. Прогуливаясь рядом с мужем, Энджи расцветает. Вместе с Иваном они выглядят, как обычная счастливая пара. А ведь это те самые улицы, на которых Энджи работает с 7 утра до 7 вечера, вступая в близость с другими мужчинами. То, что вы любите свою жену, видно сразу. Вы взялись за ручки. Да, так и есть.
Нам все равно, что о нас говорят. Главное, что мы любим друг друга, и это никто у нас не отнимет. Иван, я с трудом представляю, как любящий мужчина может спокойно проводить день, зная, что его женщина с другими мужчинами многими. Конечно, для меня это нелегко. Моя работа не приносит достаточного дохода. Я продаю носки и получаю в день $25. Работа супруги очень помогает нашей большой семье. Но, конечно, мне нелегко от того, чем она зарабатывает. Буду откровенным. Ревность есть всегда. Помогает то, что я не нахожусь рядом, когда она работает. Я прихожу только встретить ее после работы. И потому не вижу ее с другими мужчинами. А как быть с котелком? Вот не крутится в течение дня там мысль, а что же она сейчас делает? Ну я же прекрасно знаю, что она делает. Ой, Да, это тяжело. Я чувствую боль. Это очень больно. Но я стараюсь контролировать себя. чем секс с клиентами отличается от секса с мужем? Близость с мужем меня наполняет жизнью, любовью, и я становлюсь счастливой. Секс с клиентами меня угнетает. В такие моменты я чувствую, что в тупике. Если смотреть через европейскую призму, для нас это шок, и для нас это уникальная семья, которую невозможно представить у нас. Можно попроситься к вам в гости и посмотреть на то, как проходит ваша обычная семейная жизнь. Да, мы с радостью покажем вам наш дом. Но неожиданно Энджи позвонили. Это клиент позвонил, да? Да, это клиент. Мне нужно ненадолго вернуться в отель. Иван, а вы будете ждать? Да, конечно. Через 15 минут вернусь. Ваша жена уходит к другому мужчине на 15 минут. Не знаю, мне кажется, у многих мужиков разорвалось бы сердце просто. Что вы сейчас чувствуете? Конечно, мне больно. Но что поделать, это ее работа. Сейчас ваша жена заработает $13. $3 отдаст отелю. Стоят ли эти $10 этой боли в сердце? Да, потому что у нас 4 детей, которых нужно кормить и одевать. Если бы я зарабатывал больше, я бы вытащил ее оттуда. Но сейчас другого выхода нет. Такого не пожелаешь и врагу. Сложно представить, что на самом деле сейчас чувствует Иван. И как долго для него тянутся эти 15 минут. Но как только Энджи возвращается, его настроение тоже приходит в норму. И мы вместе отправляемся к ним в гости. Семья Энджи живет в южной части Кита, где туристам появляться не рекомендуют. Изысканная колониальная архитектура центра сменяется трущобами. Ты сейчас дома? Дети. Давайте знакомиться. Это мой внук Майкл. Привет. Я Николь. Старшая дочка. Привет. Я Притани. Меня зовут Миланкус Алехандро. Это самая младшая, ей 8. Привет. Алексис. Алексис, очень приятно. Это мой сын, ему 18. Какая у вас большая семья, дружная. Когда вы возвращаетесь домой с мужем, обычно что вы делаете? Первым делом мы собираемся на кухне, чтобы что-то приготовить на ужин. Энджи, отработав целый день с другими мужчинами, теперь трудится на своей кухне, как и любая другая женщина после работы. Для меня готовка — это не только вопрос еды. Для меня это возможность быть с семьей. Обычно я готовлю что-то вкусное и не забирающее много времени. Это может быть тушеная курица или свинина. Пока мама готовит ужин, дети играют с отцом, смотрят телевизор. Старший сын повторяет уроки. Семья выглядит очень дружной и счастливой. Тем временем ужин готов. Все собираются за столом. Вот так вот всегда перед началом обеда семья обязательно молится. Насколько вообще Бог и религия важны для вашей семьи? Для меня Бог очень важен. До того, как уверовать, моя жизнь была полна алкоголем, разные вечеринки и другие непотребства. Познав Божью любовь, я навсегда бросила пить. Я чувствую, что Бог очень помогает мне. О чем вы чаще всего просите Бога? Какое самое большое желание вашей семьи, самая заветная мечта? Больше всего я прошу Бога, чтобы Он мне помог найти хорошую работу, чтобы не работать продавцом,
чтобы был стабильный доход, чтобы можно было обеспечить семью, не работая на улице. Вот мама говорит так, что нельзя понять, о чем она говорит. Дело в том, что только двое старших детей Энджи знают, как зарабатывает на жизнь их мама. А Британи, Милангус и крошка Майкл думают, что мама уличный продавец. Мне очень радостно, когда мама и папа приходят с работы, и мы смотрим телевизор или играем вместе. Вечер с мамой для меня — это счастье. Тяжело представить, как непросто хранить такой секрет от детей и постоянно подбирать слова, чтобы не сказать лишнего. В какую сферу вы хотели бы? Не так важна сфера работы, которой я займусь. Самое главное — перестать продавать на улице, потому что там много болезней, проблем и опасностей. Дай бог, чтобы как можно быстрее ваша мечта сбылась. Надеюсь, Бог меня услышит наконец. Приятного аппетита. Отлично готовите. Поели вкусно, пора проявить деликатность и уходить. Замечательная у вас семья. Энджи со своими старшими вышла нас проводить. Интересно, как дети относятся к работе своей матери? Вы давно знаете, чем занимается мама? Да, достаточно давно, где-то с 13 лет. И единственное, что я хочу с тех пор, это вытащить ее из этой работы, чтобы ей не приходилось этим заниматься. Я невероятно признателен маме за все, что она нам дала и как воспитала. Она очень сильная, я горжусь ею. Только благодаря маме я сейчас заканчиваю колледж. Моя мечта — пойти служить в армию, начать зарабатывать и помогать маме. Очень хорошо сказали, гордитесь мамой. И я посмотрел, как вы живете. На самом деле, многие позавидовали бы, потому что у вас все очень гармонично и хорошо. Только из-за ее стараний у нас есть шанс на лучшую жизнь. Поэтому мы с братом так гордимся мамой. Я вижу слезы на ваших глазах, когда говорят ваши дети. Несмотря на то, в каком мире мне приходится работать, мне важно понимать. У моих детей есть возможность прожить свою жизнь лучше, чем я. Я очень горжусь ими. Вы живете так, чтобы вся семья жила так, как я видел сегодня. Да, так и есть. Я верю, что из порочной профессии у меня получается извлекать благо для моей семьи. А чтобы не приносить негативную энергетику домой после работы, я регулярно духовно очищаюсь. Для этого у нас есть древний ритуал – лимпия. Он помогает избавиться от всего дурного. С этим обрядом мы уже кратко знакомились в прошлом выпуске. Что же это за лимпия, которой пользуются и президенты общин, и уличные проститутки? А можно понаблюдать за тем, как вы проходите этот ритуал? Да, конечно. У меня как раз на завтра запланирован визит на 10 утра. Можете присоединиться. Спасибо большое. Тогда до встречи на Олимпии и с вами до новых встреч. Слушай, шумно тут. Реально шумно. Да, хорошо, договорились. Все, пока, до связи. В последнее время я все чаще пользуюсь наушниками не только для того, чтобы слушать музыку, но и чтобы слышать собеседника, когда вокруг шумно. Работает, и нам пора работать. Новый день, мы встречаемся с Энджи, чтобы отправиться на загадочный обряд лимпия. Что за место, куда мы идем? Это такой магазинчик – центр натуральной медицины. Такие точки есть по всему городу. Называют их клиниками народной медицины. На вывеске фотография с именем и фамилией целительницы. Прилавок уставлен причудливыми коробками. На полках лежат разнообразные растения, цветы и корни. Такие заведения пользуются огромным спросом. Мы пришли, чтобы очиститься. Малышка плохо спит. Я привела сюда внучку. Она плохо себя чувствует. Лимпия должна помочь. Мне коллеги посоветовали. Я научный сотрудник, особо не верю в это. Поэтому пришла проверить действие ритуала на себе. Обычно подобные ритуалы проводят женщины, которые получили свои знания по наследству. От матери к дочери. Семья этой целительницы практикует лимпию вот уже 4 поколения подряд. Буэнос диас, сеньора. Я Дима. Меня зовут Эмма. Можно зайти посмотреть, как проходит ритуал? Да, конечно.
Для лимпии Эмма набирает несколько пучков самых разных трав. Наша природа священна, и она дает все, что нужно для лечения многих болезней. Именно с помощью лимпии можно снять порчи с глаза и изгнать злых духов. А много коллег Анджи приходит к вам тоже, чтобы провести подобный ритуал? Да, очень много ее коллег приходят ко мне из разных районов. С севера, юга. Все приходят почиститься. Вот смотрите, крапивки сколько набирают. Ого! Да, чтобы ее хорошенько открапивить. Открапивить. Хорошее выражение. Для эквадорцев крапива – священное растение. Они верят, что с ее помощью можно очистить и душу, и тело. Вот мы заходим. Начинаем. Сначала мы проведем крапивой по всему телу. Это делается, чтобы открыть энергетические центры. Через ноги входит энергия и циркулирует в области грудной клетки. Поэтому важно провести крапивой по всем этим местам. С ума сойти, это ж крапива. Каждый, кто хоть раз обжигался крапивой, знает, насколько это неприятно. А тут люди добровольно идут на такую процедуру, чтобы очиститься. Анджи, больно? Да, уже печет. Интересно, что кровообращение от крапивного ожога улучшается. Все потому, что кровь начинает активнее циркулировать там, где есть раздражение. Сила одного пучка крапивы расходуется на одного клиента. Этот уже в мусорник. Почистили крапивой. Теперь берем растения, которые могут насытить энергией. Пройдемся по всем энергетическим точкам еще раз. От макушки и до стоп. От чего еще защищает лимпия? От коронавируса защищает? Нет, конечно. Коронавирус проникает внутрь тебя и заражает легкие. Лимпия помогает с энергетическими проблемами, хотя при последствиях коронавируса может помочь. Лимпия идеально подходит для тех, кто слаб, часто болеет, у кого много неудач в жизни. Теперь самое время использовать настойку на травах. Мы называем ее «открытие дорог». Эта жидкость помогает принимать новую, хорошую энергию. Заметно, что Энджи в стрессе из-за плохой энергетики. Вы чувствуете плохую энергетику. Можете рассказать подробнее, что это за энергетика? Что вы чувствуете? Энергия аккумулируется при контакте с другими людьми. Поэтому, если много плохой энергетики, ее надо чистить. Она выражается в зажатости, блокировке, которые присутствуют в теле. А как передается плохая энергетика от клиентов? Энергетика передается многими путями, физически и нефизически. У Энджи физически. Я сейчас уже чувствую много негативной энергетики, которая исходит из нее. Вы сказали, обмен энергией идет и физически, и не физически. Анджи, извините за некорректный вопрос. Вы целуетесь с клиентами? Нет, это не обязательно. В любом случае есть контакт тела. Даже несмотря на то, что вы используете презерватив, все равно... Да, при любом контакте идет обмен энергиями, плохими и хорошими. В ее случае больше плохих энергий. Мы же с вами сейчас тоже обменимся энергией. Конечно. Я чувствую, у вас энергия хорошая. Я себя хорошо чувствую и улыбаюсь. Я могу сказать, что у тебя тоже хорошая энергия, но есть и плохая. Это потому, что ты много путешествуешь и общаешься с очень разными людьми. Ну да. Ну все, Энджи нужно переодеться, а мы пока можем провести лимпию для тебя. Спасибо. Настал мой черед испытать на себе мистическую лимпию. Я сделаю тебе легкий вариант для ознакомления. Задрать рукава, да? Да. Это определенно влияет на кровообращение. Друзья, я думаю, каждый прекрасно из вас представляет, какие ощущения, когда ты касаешься крапивы. Интересно, что жгучие свойства крапивы давно находили практическое применение. Например, римские легионеры, которые замерзали в северных походах, рвали крапиву и вкладывали в обувь, таким образом согревая ноги. Крапивочка. Волдыри сейчас пойдут. А что вы еще про меня сказать можете? Заметно, что у тебя стрессовая жизнь. Иногда позитивная энергия понижается, а с ней и мотивация. В общем, друзья, если вы в своей жизни чувствуете усталость, если чувствуете недомогание, недостаток сил, энергии, идите в лес, собирайте крапиву и хорошенько отлупите себя.
Реально, энергия просто прет. Не все вспомнят, но были времена, когда детей наказывали розгами или ремнем. Дать ремня было обычным делом. Бывало, что за самые большие проступки детей били крапивой. У нас в Эквадоре до сих пор частенько крапиву используют как наказание. Извините, что значит крапиву как наказание используют? В индейских племенах проводят суд коренных народов с помощью крапивы. Но они используют другой вид крапивы, называется «плохая женщина». Она сильнее и жестче. С ума сойти. Мы очень надеемся отыскать такую индейскую общину и получить шанс увидеть суд коренных народов своими глазами. Забегая наперед, скажу, что народная система правосудия просто шокирует. Дело в том, что у индейцев особенные права. Статья 171 Конституции Эквадора предусматривает право коренных народов на самосуд. То есть они могут вершить правосудие без участия судебной системы государства, если преступление произошло на их территории. Сейчас я остановлюсь возле этого шлагбаума, там табличка. Мы с вами подойдем, и вы просто не поверите в то, что услышите. Предупреждение. Организованная коммуна, то есть сообщество местных жителей. Соседи объединились против преступности и находятся на связи. Пойманный вор будет сожжен. Вслушайтесь в эти слова. Пойманный вор будет сожжен. Казалось бы, казнь на костре – это то, что невозможно в современном мире, как и самосуд. Для нас это что-то средневековое. Но в Эквадоре такое практикуют и сегодня. В январе 2019 года интернет облетела новость о сожжении заживо 16-летнего подростка за угон грузовика. А в апреле 2021 года на костер отправили парня, обвиненного в двойном убийстве. Мы не случайно приехали в этот район именно сегодня, потому что поступила информация, что сегодня будет народный суд. У нас с вами будет возможность увидеть что-то уникальное. Поехали. Такие суды всегда закрытые мероприятия, на которые журналистов не пускают. Но это не про мир наизнанку. Нам удалось договориться и получить разрешение, чтобы сегодня увидеть суд коренных народов. Слышу голоса. Возле входа стоит корова. Сейчас узнаем, что происходит. О, вот тут актовый зал, идет какое-то собрание. В зале собирается вся община. Заседание ведет один из ее лидеров. Сегодня мы будем рассматривать дело о краже коровы Марии. Вот поэтому корова здесь. Сеньор Мануэль должен предстать перед нашим судом. Мы с вами видим живой пример, как проходит суд. В принципе, это происходит не то чтобы каждый день, но регулярно. За любой проступок, если украли телефон, кошелек, животное, домашнюю машину, ограбили, залезли в дом. Ну и не дай бог что-то страшное, такое как изнасилование и убийство, это тогда вообще сжигают. Судебный процесс начинается с обвинительной речи пострадавшей стороны. Сеньор Мануэль украл мою корову. Эта корова стоит $2500. Она кормит всю мою семью. С продажи молока я оплачиваю образование детей. Мануэль чуть не лишил меня единственного заработка. Он ленивый, не работает, поэтому решил украсть мою корову. Я благодарна соседям, которые помогли мне найти вора и вернуть корову. Но преступник должен быть наказан. Теперь, к слову, приглашаются те, кто видел, как было совершено преступление. Свидетелей. То есть, видите, то есть все как на суде. Я вышел утром из дома и увидел, что человек тащит корову. Я сразу узнал корову Марии. Я позвал соседей, и мы задержали его. Предлагаю максимальное наказание для него. Прошу, уважаемое собрание, поддержать меня. Вот спрашивают, есть ли еще свидетели. Слово предоставляется еще одному очевидцу. Утром я увидела, как человек на улице тянет корову моей знакомой. Сложно что-то утаить, все друг друга знают, поэтому собирают всех свидетелей, тех, кто видели, и все как на суде, когда каждый должен дать показания. Я сразу позвала соседей, чтобы остановить кражу. Любая речь заканчивается аплодисментами. Очень интересно. Смотрим, что происходит дальше. Приведите обвиняемого. О, позвали преступника. Вот его ведут. В маске парень, который украл корову. Свидетели, вы его узнаете? Да, узнаю, это он. Я тоже узнаю его. И пусть снимет маску, чтобы все видели его рожу. Посмотрите на его лицо. Ему реально стыдно. Здесь вот особенность этого суда, самое главное, это делать его публично. Тебя все узнали. Объясни, зачем ты это сделал? Здравствуйте. Мне очень стыдно перед вами.
У меня давно нет работы и закончились деньги. От безысходности я украл корову и думал продать ее. Сейчас очень жалею, что совершил эту ошибку. Ты признаешь, что украл корову? Да. Обвиняемый признал свою вину. Признает ли наш совет, что он виновен в этом преступлении? Да, да! Если мы не осудим его жестко, он будет продолжать воровать. Он должен заплатить за свое преступление. Народный суд переходит к выбору наказания. Как мы знаем, самое страшное – это сожжение. Но кража коровы – совсем не то преступление, за которое будут убивать. Варианты предлагает глава коммуны. Пусть убирает камни с наших дорог в течение 60 дней. Да, да. Также он должен заплатить полную стоимость коровы – $2500. Согласны? Да, да, да. Несмотря на то, что корову возвращают, скомпенсировать хозяйке ее стоимость. Все соглашаются, си. Община настроена серьезно. И похоже, что решение уже готово. Председатель Народного суда берет слово. В соответствии со статьей 171 Конституции Эквадора, у нас есть право самостоятельно судить и принимать решения в подобных делах. И мы готовы вынести приговор. Председатель призывает к рассудительности и предлагает смягчить наказание. Так как корову хозяйке вернули, пусть только компенсируют уважаемому обществу потраченное время. Все бросили свои дела и собрались здесь. $1000 для коммуны. Кто за? Кто за 30 дней общественных работ? По каждому пункту наказания коммуна голосует. То есть решение принимает не один судья, а вся община. В этом и заключается смысл суда коренных народов. Кто за ритуал очищения? Ритуал очищения, друзья. Я подозреваю, что это то, что мы видели в городе. Это лимпия, крапива, скорее всего. Если у нас преступников принято перевоспитывать, изолировав от общества, то индейцы верят, что злоумышленников нужно очищать, причем публично. Тут верят, что именно публичное наказание должно помочь человеку сойти с преступной тропы. Но прежде чем понести наказание, осужденный должен попросить прощения. Это тоже один из видов наказания. Стыд при публике, при всех своих соседях, нужно извиниться. Это ключевой момент, который помогает восстановить справедливость. Дорогие товарищи, я обещаю, что это больше не повторится. Простите меня, пожалуйста, за то, что я опозорил нашу коммуну. Всем сказали выйти. Сейчас мы увидим исполнение приговора. Все выстраиваются в круг, вокруг бочки. Извините, можно на секунду вас отвлечь? Буэнос-диас. Здравствуйте, как вас зовут? Аугустин Катипин. Я один из лидеров Конфедерации коренных народов. И сегодня меня вызвали сюда, чтобы решить эту ситуацию. Я уже вижу, готовят. Это крапива для того, чтобы его бить? Да, нужно понимать, что этот ритуал не физическое наказание, а очищение. Потому что если человек совершает такие поступки, это значит, что его душа больна. Пора приступать к очищению. Начинается, друзья. Это сложно поверить, когда это ты слышишь. Это реальность здесь в Эквадоре, реальность 21 века. Видите, он раздевается. Достаточно холодно сейчас, видите, я в пуховой жилетке. Важный момент – публично пристыдить преступника. Поэтому осужденный остается в одном белье. Теперь он должен собственноручно вернуть хозяйке украденное. В процессе его символически бьют кнутом. Хозяйка уводит корову, и теперь он остается здесь, посреди этого импровизированного круга. Это стыдно, конечно, потому что здесь все родственники практически, здесь все друг друга знают. Мануэль Фаринандо, мы не желаем, чтобы ты так больше поступал. Ты молодой, сильный. Найди честный способ заработка на жизнь. Сейчас мы тебя очистим от дурной энергии и мыслей. Мужчину, который украл корову, обливают холодной водой и приступают к уже знакомому нам ритуалу лимпия. Женщины бьют его крапивой. И самое интересное, что все начинают смеяться в этот момент уже. Видно, что это такое символическое наказание. Да, сразу очевидно, что виновного бьют не в прямом смысле этого слова, а скорее гладят крапивой. Но не стоит забывать, что это крапива жгучая, причем особого сорта.
Так что, несмотря на то, что ритуал не выглядит жесткой поркой, ощущения от контакта такой крапивы с кожей далеко не лучшие. На этом так называемая публичная порка окончена. В среднем, как часто у вас происходят подобные вещи? Если брать по всему Эквадору, то достаточно часто. Индейские общины активно пользуются своим правом на суд коренных народов. Какие самые легкие наказания, а какие самые жестокие? Все зависит от тяжести преступления. Сегодняшнее считается легким. Мануэль вернул корову, а до этого не крал. К тому же признал свою вину и раскаялся. Да, сегодняшний суд закончился мирно. Но мне не дают покоя новости о сожжении преступников судами коренных народов. Вы можете принять решение убить. Вы вправе? В нашей общине такое не практикуется. Но в других общинах, например, в Амазонии, могут принимать такие решения. Я заезжал сейчас к вам сюда и видел табличку «Преступники будут сожжены». Да, не нужно приходить на нашу территорию с преступными намерениями. Из разных уголков Эквадора периодически приходят новости о превышении полномочий такими народными судами. Преступнику лучше исправляться в обществе, а не в изоляции. Ведь после тюрьмы люди становятся еще более злыми, испорченными, с желанием отомстить за все то, что пережили в заключении. А мы этого не хотим. Нам важно, чтобы человек вылечил свою душу и остался полноценным членом коммуны. Как вы себя чувствуете? Лучше. Я извинился и прошел обряд очищения. Я буду много работать для нашей общины. Что вы чувствовали, стоя в шортах возле бочки с водой, когда вас шлепали крапивой, когда поливали водой? Было такое ощущение, что я сирота. И мне было очень, очень стыдно перед своей коммуной. Было чувство, будто я совсем один. Вот этот сегодняшний эпизод не испортит ваши отношения со всеми этими людьми, которых вы прекрасно знаете? Надеюсь, что нет. Обычно у нас в коммуне к тому, кто совершил ошибку, относятся более осторожно, но не отворачиваются от него, чтобы он чувствовал себя частью целого. Дай бог, чтобы у вас все было хорошо. Мужчина явно понял, что коров в своем селе лучше не воровать. И уже спокоен, ведь теперь вся община верит, что после крапивы его совесть чиста. Но чтобы окончательно разрядить общее напряжение после суда и поднять всем настроение, я решил реализовать идею, которая у меня появилась еще давно, когда я только узнал о наказаниях крапивой в Эквадоре. Мы вам хотим показать еще один способ очищения, абсолютно безболезненный, очень вкусный, и я думаю, вам понравится. Сейчас мы вам покажем, как делать. Давайте все вместе подключайтесь. Это называется зеленый борщ с крапивой. Очень вкусно. Если понравится, будете готовить. Возможно, в следующий раз какого-нибудь воришку будете не бить, а кормить. И вот участники суда берут на себя новые функции. Присяжные нарезают овощи, пострадавший чистит яйца, а палач, он же свидетель, берется за крапиву. Судья в этот момент запоминает рецепт. Готовим бульон. В это время варим яйца и готовим зажарку. Вот, это тоже очень важный этап. Только осужденный стоит в сторонке и наблюдает. Что-то подобное вы ели когда-нибудь? Для нас, конечно, странно использовать крапиву таким образом, но очень интересно попробовать. Мне нравится готовить крапиву. Берем крапиву. Не больше 5 минут крапива должна вариться, иначе она потеряет свои свойства. Общими усилиями суд коренных народов вместе со мной довел до готовности свой первый зеленый борщ. Ох, как красиво. Смотрите, друзья. Это же настоящий зеленый борщик. Замечательно, как по мне. Готово. Хлопать рано, вы еще не попробовали. Но мы уже верим, что это вкусно. Теперь тот зал, где суд принимал решение бить крапивой, будет принимать другое решение – есть крапиву. Приятного аппетита! Пробуйте новое для вас блюдо. На рассмотрение Народного суда выносится борщ с крапивой. Интересно, какой будет вердикт? Как вам? Впервые такое пробую. Запах особенный и вкус интересный.
Мне очень нравится. Теперь хочу, чтобы мне жена такой дома готовила. Я ей рецепт расскажу. Похоже, наш борщ даже помирил мужика, который увел корову, с ее владелицей. Так сказать, преступника и жертву. Вы не в обиде друг на друга? Конечно, нет. Если бы не ваша корова, то никто бы не попробовал такой суп, и никто бы сейчас не провел такую вечеринку. Круто? Возможно ли теперь такое, что в этом зале кому-то будет вынесен приговор? Я и наша община поручаем тебе следующий год есть только суп с крапивой вместо общественных работ. Я подумаю над вашим предложением. Тут есть крапива, она очищает и в таком виде. Так почему бы и нет? Представляете, зеленый борщ, возможно, войдет теперь в рацион индейцев. Спасибо огромное всем. Спасибо огромное. Вам спасибо. Мы верим, вы можете показать зрителям, что наш суд — это не дикость, а традиция во имя справедливости. На прощание традиционные подарки, которые я специально привез для этого случая, зная о традициях наказания крапивой. Шампунь. А теперь посмотрите, что на шампуне нарисовано. Это же крапива. Это шампунь с крапивой. Возможно, если он украдет не корову, а вот тарелку еды, можно просто помыть голову при помощи крапивы и не обязательно бить. Вот еще для всех вас попробуйте. Наша украинская крапива. И это чай. Тоже очищает, кстати. Держите. Muchas gracias. Это, наверное, подарок для всего поселка. Это оберег украинский. Считается, что если его повесить в доме, ну, в данном случае, в вашем офисе вашей коммуны, то все плохое и злое уйдет для вас. До новых встреч! Смотрите в следующей программе. Подходим к банановой плантации. 90% бананов в наших магазинах из Эквадора. Как выращивают то, что попадает к нам с вами. Представляете, ради того, чтобы у нас были бананы, они вынуждены ходить под химическим дождем. Пестициды могут вызывать болезнь печени и других важных органов. Мы узнаем шокирующую изнанку банановой индустрии. Когда мы только обнаружили эту проблему, разбилось 7 самолетов. Извините, я не могу говорить. Найдем земляка, знающего процесс изнутри. Машину оставим заведенную, чтобы можно было быстро убежать отсюда. Вместе с ним проведем инспекцию качества. Если находят одну беленькую такую точечку в коробке, выбрасывают 100 коробок. Это уже мусор. Я буду работать на банановой плантации и контролировать качество партии, Смотри, выбрасываем. которую мы отправим в Одессу. Есть. И выясним, безопасны ли бананы, которые ест и каждый из нас, и наши дети. Начинается наше банановое расследование в банановой республике Эквадор.